Привет! Сегодня воскресенье, 21 июня, и мы с Артемом приехали в город Самбор на блошиный рынок, который проходит по воскресеньям. Тема этого ролика – живопись на Самборском рынке. Это получилось не специально, но как-то мне попадались только живописные необычные работы. И здесь вот смотрите, все одного автора и интересное видение жизни. Нестандартное мышление у автора. Попался мне странный предмет, похожий по форме утюг, но вроде с крышкой, и, наверное, какой-то сосуд, я не знаю, сундучок или как это правильно, шкатулка. Написано Италия, но по мне так это не Италия, а что-то другое. Древние часы неработающие лежат вместе со старым магнитофоном, топором, вазой. Здесь продаются и ванны, и велосипеды, и стульчики для кормления, и багажники на автомобиль. Также можно купить шлемы как для велосипедов, так и для сварки. Еще здесь продавалось колесо для занятий спортом, но мы его не купили. Вот опять попался продавец, живопись, постеры. Предлагал мне купить 3 этих работы за 500, хотя он одну продавал за 500, но я не согласилась, мне некуда вешать, поэтому вот что ваза. Эта ваза часто встречается на рынках, и у нее цена от 2000. Бывает за 1000, бывает за 500, но в зависимости от цвета. Показалась винтажная брошка, но показалась. Вот опять живопись. Этот продавец продавал серебро, бижутерию, каски и живопись. Я у него уточнила, он сам пишет эти картины. По мне яркенько. Но больше всего мне понравился вот этот портрет. Наверное, значимый персонаж в жизни автора. Думала о настоящей камее, но по заднику понятно, что это китайская подделка. В любом случае интересно посмотреть. Обувь. Было обуви много, но она вся была неисправна. То ремешок порванный, то разошлись швы. Вот здесь мне понравились эти нестандартные пумы. И я реально рассматривала покупку, но в подошве проблема там была. Они сильно стерлись и поломались. Продавал их продавец за 800 динар. Это примерно 8 евро. Дизайн красивый, но... А вот это что-то самодельное, мне кажется. Попалась вот еще медная шкатулка. Я ее так быстро в руках повертела. Она такая горячая была. Жаркий день. И я знаю, что надо чуть-чуть помедленнее идти снимать. Но почему-то быстро шла. Здесь вот интересные статуэтки. Я решила не эту посмотреть, а вот девочку с голубем. На клейме было написано, что это Венгрия. Но какая точно фирма, я не разглядела. В принципе, выполнена очень миленько, но мне не захотелось ее купить. Вон зеркальце, как в сказке, пепельница известного какого-то автора и рамка. Люблю рамки. Здесь она филигранно вырезана. Это попроще. Но в любом случае рынок из-за жары был не сильно полный. Продавцов было мало. Мы мало что купили, больше погуляли, посмотрели. Но живописная тема сохраняется. Здесь я увидела вот эту даже футболку с Мерлин Монро и с Эйфелевой башней. Непонятно, как они вместе
стыкуются, но производители этой футболки решили, что так должно быть. На этом рынке в Самборе я уже третий раз вижу в продаже этот проигрыватель. Слежу за ним. Думаю, когда его уже продадут. Мне показалось, что это винтажная шкатулка, но она современная. Там были небольшие сколы. Посмотрела я на такой интересный кованый подсвечник. Мне показалось сначала, что он древний, но при ближайшем рассмотрении современный. Вот эти весы мне понравились. Что они взвешивают? Мне кажется, для производства. Вот эта вот статуэтка. Это то ли эльф, то ли какой-то персонаж игры. Она мне очень понравилась. И я хотела купить. Обычно такие статуэтки стоят 50-100 динар. Но здесь этот продавец захотел за нее целых 500. Ну, не купила я ее, в общем. Вот опять живописная тема меня привлекает. Здесь мне очень сильно понравилась рама багетная. Я не поняла, как сзади оформлен задник. Но мне кажется, это производство Китайской Республики. Было много таких работ. Я когда-то работала с багетами и понимаю, как оформляются эти все работы, насколько это скрупулезная и точная работа, и поэтому все время залипаю на живопись. Вот из обуви думала купить себе эти вансы, но засомневалась в их оригинальности. У них на подошве как будто подошва не от вансов. Тема роштеля. Этот продавец их может даже доставить. Но там дамы мне не позволили даже спросить, сколько он стоит. Они минут 10 стояли около него. Но я не стала ждать. Вот можно купить и скрипочку, и зонтик, и табличку, и чайничек, и коня бронзового. Все что угодно. И зеркало это путешествует с блошиного рынка одного на другое и никак не продастся. Dobar dan, to su pisani, to su pisani, a ovi su crtani tu. А по что jedna komada? 30 dinara. 30, a ovi su po 200, a ovi su po 300, a ovi deblji 400. Ima raznih cena, znate. Taj je 200, recimo, taj je crtani. Ima raznih cena. Ну окей, хвала. Итак, этот самборский рынок у нас быстро пролетел. Мы провели там всего лишь час, потому что приехали туда к 9 часам. Было очень жарко. Продавца с хорошей посудой в этот раз мы там не встретили. Вот мне попалась тарелка из чешского вроде бы фарфора. Но жарко было. Вот это место, где стояла посуда, прям самый солнцепек. И поэтому мы решили там ничего не искать. Вот я опять увидела что-то из художественного оформления, но это были все вышивки крестиком. Необычное тоже. Преследует меня этот продавец на всех рынках. Вообще мне показалось, что эти все продавцы, допустим, в пятницу на найлоне, а в какой-то другой день едут в другой город. Потому что мне очень часто попадаются одни и те же вещи, которые много на первый взгляд обуви, но она вся давно тут стоит, уже вся высохла. Вот живописная тема опять. Мальчик и царица полей кукуруза. Уже выцвели, давно, видимо, продает. И опять в другом лотке интересные темы. На этом столике мне понравилась вот это вот кувшин,
красный такой стеклянный. Продавец сказал, что к нему еще есть стаканчики, и весь этот набор стоит 5000 динар. Но я решила, что дороговато. А здесь это что, сталелитейщики? Сверху бронза, внизу как будто бы шахматная, как будто бы он стоит на шахматной доске. Но нету никакого подписи автора. Вот газонокосилки, о которых мы мечтаем. Когда-нибудь купим. Небольшой прайс на овощи, фрукты. Покупок на Самборском рынке было мало, но они все такие полезные. Решила я все-таки показать, что мы купили. У нас в семье есть любительница фирмы Converse и кедиков, и одежды. И мы для нее нашли такой жилет. И он оказался размера М. В общем, по-моему, удачно. И еще жилет нашел Артем, а я нашла эту сумку тоже фирмы Converse. Надеюсь, понравится нашей дочери. Вот это одна из наших покупок на Самборском рынке. А вот еще 3 предмета, которые мы купили там. И один из них это насадка на керхер. Мы в прошлом году мыли крышу, и это была очень интенсивная работа, и что-то произошло с этой насадкой. То ли из нее выпало что-то, то ли я ее ударила. В общем, у нас такая насадка поломалась. И мы долго искали ее. В общем, стоит она новая от 3000 динар до 4500 в разных магазинах, интернет-магазинах. И здесь на блошином рынке Артем увидел ее, и стоила она 400 динар. В 10 раз дешевле. По-моему, крутая находка. Мы очень рады, что удалось ее найти. Также нам иногда нужен резачок. И вот купили резачок для бумаги. Разные форматы он режет. Нож работает, все в исправном состоянии. Новый такой резачок, я смотрела, стоит тоже, можно за 2000 динар купить, можно за 4000 динар. А вот это мы купили за 400 динар. По-моему, супер покупка, в 5 раз дешевле. Почему бы не ходить на эти блошиные рынки? И последняя, самая крутая, наверное, находка. В общем, у меня что-то со зрением плохо, вижу мелкий текст, и Артем мне нашел такую лупу, и она с подсветкой. 300 динар она стоила. Новая стоит от 70 евро. Я посмотрела, это классная, качественная фирма, и я уже его испробовала. Супер, супер находка, все работает. Это наши самборские покупочки. Что скажете? Больше ничего мы не купили. Вот жилетка, сумка, резак, увеличительное стекло и насадка на керхер. Вот и все наши покупки. И вот я вам покажу. Сейчас у меня помидоры черри цветут. Не цветут, а краснеют. Скоро буду кушать. Напишите, понравились ли вам наши прогулки и покупки. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.